Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «Цыганский пасьянс». Юпитер в Близнецах с 26 мая 2024 года и по май 2025. Каждый год Юпитер меняет знак созвездия. И Юпитер – это у нас планета возможностей и удачи. Кроме того, это провластная планета, как и ваш Сатурн где-то. И это значит, уже предусматривается какая-то наша реорганизация жизни или организация как-то по-новому. И вы можете вспомнить, что в вашей жизни происходило 12 лет тому назад, в 2012 году. Где-то может повториться та же сфера жизни, но в каком-то новом ключе, как новая ступень развития, подобный вопрос. И близнецы – это у нас коммуникация, это наши контакты, это поездки, переезды далеко, изучение чего-то нового, изучение языков. Это еще и торговля, безусловно, и у кого-то купля-продажа недвижимости и переезд может совпасть. Информация, работа с большим объемом информации и документы. Находясь в близнецах, Юпитер себя чувствует достаточно комфортно. Это как две стихии, которые преломляют какую-то точку сопротивления и помогают нам организовать какое-то дело, или назовите это мечтой, то, что стопорилось долгое время. Тут, в принципе, энергетика такова, что нет ожиданиям. И прекрасное время, чтобы сделать свое намерение реализацией в реальной жизни. И Юпитер благоволит и помогает, конечно, тем, кто сам не сидит на месте, а сам готов к активным действиям. Для вас, мои дорогие козероги, это 6-й дом гороскопа, реализация задуманного, улучшение условий труда. Вы можете менять работу, или вы задумаете себе амбициозный проект, построить карьеру, к примеру, освоить новые методы заработка, или откуда к вам приходят деньги, избавиться от долгов. Кстати, вот это время тоже прекрасное. Система заработка тоже может для вас быть кардинально как-то пересмотрена. И для тех, кто не видит решения, например, финансовых каких-то проблем, подойти к этому вопросу совершенно методично, по-другому, начать изучать, в принципе, это как подсказка, финансовую тему. Мы говорили, что изучение очень продуктивно. Так вот, может быть, подойти к решению финансовых вопросов, как вы видели, допустим, вашу проблему прежде, то вот здесь будет полезным изучить буквально или пройти какой-то финансовый тренинг, например, или новые технологии, или психология богатства. Психология сама по себе финансовой энергии. Через изучение, как деньги взаимодействуют с нами. Деньги – это одна из форм взаимодействия с миром. Это наши, по сути дела, возможности. Это не само по себе накопление. И кто знает, может быть, для вас, когда вы для себя поставите как задачу: я должен осуществить свою мечту или должна осуществить свое намерение. Это будет очень важный побудительный мотив. Это правда для вас именно важно. Когда вы сможете кардинальным образом изменить вот эту стратегию финансовую, и одновременно это будет понятно либо профессионализм, либо новые методы вашей работы, или новая концепция заработка. Кто-то и поменяет работу, именно потому что вас заинтересуют новые технологии. С учетом всех остальных планетарных воздействий на нас в разных знаках зодиака и всех планет, я их уже не перечисляю. Для вас, мои дорогие козероги, а тем более в ноябре, Плутон окончательно перейдет в знак зодиака Водолей. Для вас новая эра начинается, поэтому тут все может меняться. Как и личная жизнь, как и ваше состояние души, ваш оптимизм. Все это, ведь когда был Плутон в вашем знаке, в Козероге, это одни энергии. А здесь новый вкус свободы, вдохновения. Это самореализация и индивидуальность. Вот что есть Водолей. А Плутон, он просто где-то ломает прежние шаблоны. И в вашем случае он ломает то, что не нужно, то, что уже отжило. И что-то вот завершаться может в этом году и сразу же выстраиваться новые концепции на будущее. Давайте на картах пасьянса мы посмотрим, как видят это карты. Так, карты спешат, все у меня разваливается, но мы продолжаем. Какие значения у вас совпадут? Я смотрю, и вы смотрите, потому что я могу
Что-нибудь да прошляпите, и тогда вы мне пишите, я вам отвечу. Итак, что же для вас? Вот совпадает не то меч, не то нож в этом пасьянсе. И я вам должна сказать, какая-то ссора. Может это означать либо, как знаете, точка невозврата, которую вы проходите. Может быть, это та ссора. Или разговор на повышенных тонах с руководителем, который мог послужить катализатором ваших перемен. Часы – это перемены. И здесь вот эта ссора могла быть как ссора с близким. Или когда вы окончательно хотите от чего-то избавиться. Когда вам самим что-то до чертиков надоело. И это как побудительный мотив внести коррективу в свою жизнь. Так вот, основной момент вот этих двух совпадений, что происходит с нами какая-то история, может быть, не совсем лицеприятная, но именно она побуждает нас, вас, мои дорогие козероги, к тому, чтобы вы начали менять жизнь. Именно из-за того, что я так больше не могу или я так больше не хочу. Давайте посмотрим, что еще. Перемены, когда вот выпадают часы в этом раскладе, это всегда добрые перемены. У вас выпадает маска, есть скрытый враг. И значит, кто знает, для кого-то из вас с учетом вот этого ножа, это вы случайно могли узнать, или можете, может быть, где-то в мае, или в преддверии того, что того, кого вы считали другом, окажется совсем не тем, за кого себя выдавал. Вы вообще, в принципе, пересмотрите окружение. Для кого-то из вас это может еще означать тот факт, что за вами наблюдают, мои дорогие. Кому-то вы очень любопытны. Давайте мы пойдем дальше. Посмотрим, что нам скажут карты дальше. Когда выпадает, кстати, эта маска, это уже для вас совет быть аккуратным. Вам где-то одевать маску, не рассказывать о себе слишком много. Не быть открытой книгой для окружающих, в принципе. Поэтому быть великим актером, даже если вы ничего подобного в себе, таких способностей, талантов не замечали, ну, значит, придется развить, вам это пригодится. И у вас выпадает, посмотрите, с одной стороны сердечная тяжесть, а рядом ангел. Ангелы видят ваши проблемы. Высшие силы вам помогают, это правда. Но есть еще и человек, который вам готов помочь, разделить, может быть, вот ваши переживания где-то так. Или есть один, как минимум, человек, на которого вы можете положиться. Тут действительно у кого-то из вас могла сложиться либо ссора, либо, вы знаете, мои дорогие, вы могли вот с этим самым ангелом поссориться. Вы могли поссориться с тем человеком, которого вы любите. Или, может быть, это касается личной истории. Или тот человек, который был важен для вас, меня смотрят люди из разных стран, которого вы любили. Какая-то произошла ситуация, обстоятельства из разряда непреодолимой силы. То, что вы не могли изменить. То, что вне вашего воздействия. И вот этот своего рода удар. Просто я уже не складываю, вот он есть. Он накладывает на вас, знаете, какой-то период вы могли жить вот в этих мыслях или проигрывать заново эту ситуацию, или вот это прошлое, которое вас не отпускало. И для вас этот человек был очень важным. Но проходит эта трансформация, заканчивается. Вот у кого буквально, может быть, с потерей близкого это как-то сопряжено. Или вот если была какая-то еще грустная история, которая именно с сожалениями вашими связана, то это все равно заканчивается. Вы более мудро и спокойно смотрите, уже не пропуская через сердце те ситуации, которые вы не в силах как раз изменить. И это будет своего рода победа и исполнение желаний, как увидеть для себя новые варианты продолжения вашей личной, может быть, истории. Или тенденция к тому, что я должен или должна быть счастлива, значит, построить новые отношения, но какое-то ваше желание совершенно точно исполнится. Нам не говорят карты, что это будет легко. Для кого-то из вас это могла быть совершенно разная. У нас все же есть как и
Карта, точнее, значение меча и скрытый враг нам говорят, так и есть, как известие какое-то, которое вас, ну, так может обесточить на какой-то период. Но так или иначе, мои дорогие, просто помните, что бы ни происходило, это ведет к вашей трансформации и исполнению желаний. Не всегда трансформация для нас проходит безоблачным путем. Чаще всего ломается какой-то шаблон, и это всегда сложно. Для вас сложен этот период, потому что 20-летний достаточно серьезный этап, длительный в вашей жизни, был под воздействием Плутона. И ваша планета-управитель – это Сатурн. Она вас делает более такими людьми, которые любят порядок, любят уют, любят, чтобы все было как и в отношениях, так и по работе, прогнозируемо, ясно, четко. А здесь какие-то перемены идут, которые сразу невозможно характеризовать чем-то. Единственное, что приходится принимать то, что вам приходилось принимать, я именно про прошедший 20-летний период. И это тоже достаточно сложно выйти теперь эмоционально вот из этого 20-летнего какого-то либо тупика, либо преодоления препятствий. Юпитер в Близнецах будет способствовать, чтобы вы от этой тяжести избавились как можно быстрее. Вот я к чему веду. Но для вас это может быть с некоторым скрипом. Но так или иначе, вы не можете вспоминать свою жизнь под 20-летним каким-то прессингом Плутона, мои дорогие. И поэтому, даже если что-то меняется, или кто-то из людей уходит из жизни вашей именно, я не имею в виду конкретный уход человека, хотя у кого-то и это может проиграться. Ваша судьба, мои дорогие, будет меняться. И что бы ни происходило, помните, это ведет все равно в конечном итоге к исполнению желаний. Перемены и исполнение желаний буквально у вас на пороге за этот год. Хотя и люди будут разные вокруг. И, может быть, иногда захочется так вот резко что-то сказать. Будьте внимательны к тем, кто вас любит искренне, кто вам готов прийти на помощь. Как минимум есть один такой человек. И он может быть очень важным. Не поссорьтесь с ним буквально. Может быть и так. Как раз он вам и придет на помощь в трудную минуту. Давайте мы с вами спросим. Планы высших сил. Какая концепция высших сил в отношении вас? Или какие планы высших сил конкретно на вашу жизненную миссию? К чему вас ведет судьба или Вселенная? Паж мечей. Это, знаете, это искренность, и когда мы не хотим замыливать себе глаза, кстати. Но, может быть, нам бы и желательно определить какой-то свой фарватер стабильности. Но, видимо, обстановка такова. Она еще пока не может отстроиться достаточно быстро. И, возможно, нужно принять реальность, которая отличается от стабильности. По этой карте вы должны проанализировать какую-то ситуацию, нам об этом говорят, совершенно непредвзято или не основываясь на своем прежнем опыте. Паж мечей или паж воздуха. Да, здесь может быть какая-то информация, но по этой карте искренность проходит. И в первую очередь искренность самим собой. Что я хочу осуществить? Не сама по себе ломка шаблона, я бы сказала, тоже так. Ведь это паж, это всегда какое-то начало. И это может быть как начало обучения. Или когда вы в себе прочувствуете, что мне интересно что-то совершенно другое. И вот на какую-то другую канву развития событий вас сразу, может быть, где-то и болезненно вот так меняют высшие силы. Перемены, ведь по пажу мечей мы тоже что-то готовы менять, потому что внутренне мы категорически не согласны. Да, иногда проходят дети. Вот именно поведение детское или подростковое, оно по этой карте очень символично. Дети не будут соглашаться, или подростки, с чем-то, что противоречит их взглядам. Вот что-то прочувствуйте, этот тонкий нюанс, насколько или в какой сфере жизни вы с чем-то не согласны, или что вы хотели бы изменить, что вам набило оскомину, и продолжение просто вы даже не представляете в своей жизни. Давайте мы тогда спросим, какая сфера жизни для вас будет трансформироваться конкретно.
У кого-то ведь этот паш мечей может проиграться в личной жизни, потому что я больше не хочу продолжения личной истории, какой-то прежней. Или мне нужно завершить период ожидания. Для кого-то ситуация по работе. Или по заработкам. Все была какая-то история из нуля в рогожечку. И тогда вы себе готовы сесть за парту. Или, может быть, это онлайн, и я образно говорю. Вы будете изучать конкретно вот эти финансовые дисциплины. Как же работает эта энергия денег? Почему у меня вечно какая-то брешь финансовая? Самые разные изучения. А кто-то будет изучать языки и готовиться к переезду, может быть, очень далеко. Итак, какая же сфера будет трансформироваться? Совершенно не ваши энергии, мои дорогие. Паш мечей, король мечей. Это эксперт, это человек заслуженный, это тот человек, который респектабельный, который отвечает за свои слова. Для кого-то из вас это будет, ну, где-то нам говорят, будь внимателен и к своему здоровью тоже, если я уже попутно говорю, эта карта не говорит о болезнях, она говорит о людях, которые работают с металлом иногда. Или это у нас врачи проходят, или юристы, или адвокаты. И в связи с этим у нас конкретный человек. Поэтому какая сфера жизни? Для кого-то действительно из вас нужно закрыть кредит, рассчитаться с банком. Для кого-то из вас расставить все по местам по поводу вашего здоровья. Здоровье важно хотя бы потому, что у нас должно хватить на все сил. И здесь имеется в виду пройти обследование или, может быть, стоматологические какие-то мероприятия, которые вы откладывали долгий период времени для себя самого, наконец, произвести. Это может говорить еще о тех вопросах, которые связаны с документами, что-то оформить, как недвижимость, или подписать важное соглашение. Это карта, когда мы... Вот много направлений, но объединяет рационализм. Когда мы избавляемся от метального мусора, когда мы четко видим, что мы хотим совершить, и составляем себе четкий план, который, кстати, готовы корректировать с учетом обстоятельств, но мы знаем, чего мы хотим. И для кого-то это получение новой должности, как я уже говорила, это ваши амбициозные планы, или когда я хочу выстроить новую концепцию финансовую. Для кого-то из вас это может также означать, когда вы, ну, где-то можете столкнуться или предугадать, если ваша сфера занятости, может быть, это бизнес, сопряжен с тем, что мера ответственности на вас большая лежит, значит, не должно быть проигрыша. Не должно быть, когда выпадает эта карта, той ситуации, когда вы себя подставляете под удар. И, может быть, вам в течение этого года придется оформлять документы или узнавать дополнительную информацию, как работает в отношении вас закон. Какой бы сферы это ни касалось, у кого-то это могут проиграться вопросы в личной жизни, когда нужно прежнюю историю завершить. И тогда тоже ее нужно завершить как-то красиво, элегантно, и чтобы не было каких-то нюансов, которые лет через 5, ну, как обратка какая-то к нам возвращаются, появляются, а мы уже про это успели забыть. Не делайте ничего, что противоречит закону. Тут как раз вам будет помогать сам по себе закон, когда вы все оформите, перепроверите, прочитаете, чтобы были и подписи, и печати, чтобы вы хорошо знали, что же вы сделали в деталях и в нюансах. Давайте нам не раскрывают конкретную сферу жизни. Тогда мы спросим по-другому. От чего вы откажетесь сами или что для вас перестанет быть важным? Для вас перестает быть важным какой-то план конкретный, которому вы уделяли внимание еще вчера. Или это могла быть даже какая-то новая тема, которую вы успели приступить, и в какой-то момент вы определяетесь, я зря на это согласился. Или овчинка выделки не стоит. Когда вы прежде рассчитывали на то, что я всего добьюсь, я буду планомерно осуществлять какой-то свой план, и у меня этого действительно получится. Я, что называется, высижу как яйцо свое намерение. Так вот, за этот год, или даже, может быть, где-то в начале года, май, июнь, может быть, еще вторая половина 2024 года, вы как раз и приходите к мысли, что нет, это нет смысла продолжать. И вроде только начал, а уже либо обстоятельства поменялись, либо ваш интерес поменялся. Или эта карта еще может говорить, что вам не захочется быть, мои дорогие,
перфекционистом. Может быть, темп этой жизни в течение года вам не оставит ничего другого, как поспевать за событиями жизни, которые происходят как раз и либо вокруг вас, либо каким-то образом влияют на вас. Вы прочувствовать можете, что промедление смерти подобно. Вот есть такая поговорка, что или сейчас, или никогда. Сам жизненный темп вас заставляет изменять и ваш темп, или какое-то направление тоже. Что вам будет помогать? Вот эти перемены. Что будет помогать Козерогам за время нахождения Юпитера в Близнецах? Двойка Земли. Где-то придется какой-то период и вашим, и нашим придется балансировать, как вот эта девочка, которая пытается по жердочке пройти, и ей нужно обязательно удержать равновесие. Мы неизбежно сталкиваемся с тем, что что-то мы должны сделать не так, как прежде, или то, что для нас несколько непривычно. Вам действительно придется одевать маску и быть великим актером. Потому что по этой карте где-то пересекаются вот карты Таро и карты пасьянса. Так вот, по этой карте игра. И вам придется играть. Может быть, для того, чтобы сохранить свои позиции по тому или иному вопросу, когда вы еще наверняка, к примеру, не знаете, как будут развиваться события. Или вы не можете сказать, что да, вот от этого я отказываюсь. Но уже душой это чувствуете, что я, скорее всего, откажусь. Но вы об этом никому не говорите и начинаете изучать что-то новое. Вот как раз по двойке и проходит изучение чего-то нового, где-то, когда вы сами на своей волне, когда вы еще не предвосхищаете какой-то успех. И тогда успех к вам приходит намного быстрее, чем вы того ожидали. Вы можете начать какую-то новую сферу деятельности или участие, ну, может быть, по построению вашей карьеры, или выполнить какой-то объем работы. У вас получается лучше, чем у профессионала, и это вы как собственный талант открываете в каком-то совершенно новом направлении, и оно для вас будет перспективно. Поэтому где-то одевать маску придется, играть придется, держать баланс вам придется, быть где-то великим манипулятором и серым кардиналом одновременно. И в то же время быть великим дипломатом. Вот так, мои дорогие, это вам будет помогать. Как изменится ваша жизнь? Давайте зададим такой вопрос картам. Хотя нам сказали уже перемены и исполнение желаний. Как минимум одно желание, корабль. И очень символично, ведь корабль – это один из символов Меркурия. А Меркурий – это у нас близнецы. И для кого-то переезд это будет осуществлен. Или какое-то новое направление в вашей деятельности, которое как раз и новые перспективы для вас откроет. Или вы переедете и в другой местности будете организовывать свою жизнь по-новому. Итак, как изменится ваша жизнь. А энергетика у вас поменяется. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Королева жезлов. Это та, которую жизнь ставила не раз на колени. Но она каждый раз подымалась. Почему? Потому что, во-первых, она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Я уже об этом говорила. Она умеет работать с информацией. Она умеет быть великим дипломатом, не рассказать о своих намерениях, а вот ту информацию, которую она услышит, быстро проанализировать и применить на помощь самой себе или в каких-то своих долгосрочных, краткосрочных проектах. По этой карте больше возможностей получать радость от жизни. По этой карте проходит буквально знание и ум. И вы, правда, будете что-то изучать. Видимо, даже если вы не намеревались приступить к обучению, но жизнь, если вы желаете что-то изменить, а здесь у нас перемены, она вас ведет к тому, что необходимо либо, может быть, изучать законы, кто-то юриспруденцию может изучать, а может быть, это и иностранные языки. Или я хочу вообще как-то концепцию жизни собственной поменять, и у вас это получится. Королева жезлов очень удачлива в деньгах. Она умеет ими правильно распорядиться. И поэтому, мои дорогие, вот то, что я говорила, у кого финансовая брешь, вы найдете способ
как это освоить, как это подружиться с энергией денег. Но для тех, кто не имеет подобных вопросов, значит, тут, скорее всего, какие-то удачные моменты по части, может быть, сделок или того, ну, что вы как хотите усовершенствовать в своих финансах, развить, получить больший доход. Опять же, через познание нового или через новую профессию. Иногда это может говорить еще и о том, что вы будете строить карьеру. Все-таки по королеве жезлов это сильная позиция прежде всего. И хоть она и надеется, королева, сама на себя, это очень импонирует вам самим, но это еще и, знаете, своего рода жизненный азарт и оптимизм. Это не ваши, правда, энергии, ведь ваша энергетика – это сфера Земли, а жезлы – это больше огня, это больше оптимизма и больше вдохновения. Но в этой карте вот те значения, о которых я сказала, что да, набила шишек уже королева жезлов, и поэтому она теперь действует аккуратно, как изменится ваша жизнь. Мы с такой задали вопрос. Давайте достанем последнюю карту как совет. Карта заслуженного успеха. Отправляйтесь, нам буквально говорят, в плавание. Имеется в виду, конечно, человек отплывает от прежних берегов. Не будет как прежде. Это все то, что я говорила еще до карт. Эта карта нам предлагает буквально перевернуть страницу нашей жизни. И тогда нет ничего невозможного. По этой карте будет осуществлен какой-то проект. И помните о том, что даже если происходят какие-то события, может быть, события отчасти непреодолимой силы, то для вас это все равно выход к чему-то совершенно новому. И даже если мы с чем-то не согласны, себя правильно, первое, сбалансировать энергетику, чтобы эмоции не взяли верх, а продумать, почему я столкнулся или столкнулась с данной проблемой. Какое-то новое направление для вас, будь то это личная жизнь, будь то это ваша профессиональная деятельность, будь то это изучение или новые способы заработка, определенно будут меняться. Ну а для кого-то из вас конкретно переезд. Здесь надежда на самого себя. Человек в лодке показан один, но это и карта, когда нам хватает мужества идти вперед. И она нам говорит: продолжай. Либо ты победишь, либо у тебя не хватит терпения. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, терпения у вас точно хватит. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.